Поэтому просто вот так погоняем руками немножко, и все само отвалится. Процесс довольно быстрый. Побыстрее немножко. Так, лук наш из семян уже высох, ботва стала ломкая. Причем очень высох. Да, поэтому сейчас мы его обшелушим, провеем и все. Объем не слишком большой, поэтому просто вот так погоняем руками немножко, и все само отвалится. Так сказать, не обрезаем мы лука ножницами ботву. Все делается гораздо быстрее, проще, главное тщательно просушить. Конечно, аккуратно, не надо там его бить, там сильно сжимать. Просто надо ворошить и все. Ну, вот видно. Да, уже отделяется. Да, вот тут еще без отделения, а тут уже все. Уже прям разница сразу наглядная. Прям очень хорошо видно. Ну что, получилась вот такая куча мусора с луком. Сейчас мы это дело быстренько нашим настраиваем ситом отсеем. Провеивать не будем, потому что с большого расстояния на землю бросать на крупные луковицы не хочется, могут побиться. Вот, это все-таки не сеянка. Явно потяжелее, уже друг по другу сильно стучать будут. Запускается процесс. О, неплохой лучок семян. Все, уже без мусора, да? Да, да. Ну это явно быстрее. Чист, да. Явно быстрее, чем вручную делать. Так, вот с мусорком. Аккуратненько. Все. Засыпаем. Такой красивый лучок получается. Чистенько, мусор весь сюда. А мусор здесь. Процесс довольно быстрый. Да. Все ж побыстрее немножко. Да, ну и так можно было бы выбрать. Ну, это явно эффективнее. Нагребаем. Так, протрясаем. Нагребаем. Протрясаем. Все, высыпалось. Такого мусора нам не надо. Жик. Опа. Последний, да? Последний, да. Ну и все. Лук готов. Да. Пробуй. 2 ящика. Разравниваем ящички. Все, того 2 ящичка чистого лука моментально, буквально там за пару минут. Да, очень быстро получилось. Ну и вот наглядно видно сейчас. Одно время росло. И такая зависимость от схемы посадки, пожалуйста.
Это выращивали на сеянку, посадочный лук. Ну, этот уже можно на еду использовать. Да, он не сильно крупный, конечно. Но такой уже вполне можно чистить, да есть. Но это уже только на посадку. Ну и что, вот наглядно для сравнения. Вот это лук из семян с густой посадкой. Это лук из семян с менее густой посадкой. А это лук с еще менее густой посадкой. Но это выросший за 2 года. То есть из вот такого вот. Из сеянки, из севка. Вот так вот. Ну и вот на этом фоне наглядно можно решить, какой лук больше привлекает. Ну, опять же, поэтому понятно, в 2 раза больше труда надо. Вот поэтому труда надо не больше, чем вот поэтому. Вот это вот выросло на 1 квадратном метре. Вернее, на 1 погонном метре грядки довольно много получается, чтобы насажать вот такого лука. То есть намного больше можно вырастить, конечно, чем вот здесь вот лежит, вот из этого. Все наглядно. Лук из севка, лук из семян и тоже лук из семян при очень густой посадке. Разложили пока под навесом, под крышей. Можно было бы сразу на чердак, но вот у нас 31 августа, а на улице порядка 30-35 градусов. И на чердаке слишком жарко сейчас. Ну, зачем извращаться так над луком? Лучше просто в тенечек. Тут проветривается лучше, и под крышей не так жарко здесь получается. Проветривается хорошо. Все-таки чердак более замкнутое пространство там. Нагревается там выше 50, возможно. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.